Шушенское – место ссылки вождя мирового пролетариата. Ленин провел здесь 3 года. Жил он здесь в отдельном доме. Правда, его жена Надежда Крупская жаловалась, что ей приходилось ютиться в одной комнате со своей матерью, которую она привезла сюда в качестве домработницы. Но в остальном невольники здесь вполне сносно жили. Катались на коньках, ходили на охоту, писали революционные труды. В Шушенском работает музей, посвященный жизни Ленина в ссылке. Село большое, несколько улиц, довольно грязных, пыльных, все как быть следует. Стоит в степи, окружено село навозом, который здесь на поляне вывозят, а бросают прямо за селом. Так что, чтобы выйти из села, нужно всегда почти пройти через некоторое количество навоза. А Владимир Ильич знал Петербург, он знал Москву, он побывал в Швейцарии, а Крупская в Польше жила, между прочим, в юные годы. Польша – это вообще другая цивилизация по отношению к России XIX века. Надо было уметь себя занять. Ведь многие интеллигентные люди наши, попадая в такие экстремальные ситуации, спиваются, самоубиваются, потому что не способны придумать себе занятия. Владимир Ильич для меня тема особо уважаемая. Он по старому стилю 10 апреля, я по-новому родилась. Я не могу его не уважать, не ценить, близкий товарищ по духу. В принципе, он не хотел себе такой участи. И Надежда Крупская не хотела такой участи своему мужу. С другой стороны, я понимаю, что это некий символ. Что есть огромное количество людей, для которых это некий стержень, за который они еще держатся, духовный стержень. Я понимаю, что это очень болезненный вопрос. И если это будет сделано, дай Бог, чтобы это было объяснено людям. Потому что я считаю, что нужно уважать. Это не простая личность. И поэтому с такими людьми надо и с их прахом, и с их культом надо относиться, обращаться бережно и осторожно. Потому что это часть истории, потому что самое главное на духовном уровне, это нужно очень многим еще людям, чтобы он там был. Они оставили нам опыт. И если я человек разумный, человек образованный, я обязана это понимать. Это опыт. Положительный, отрицательный еще лучше. Давайте будем учиться, давайте будем думать. Когда слышишь выражение «золотая лихорадка», сразу на ум приходит Америка начала 20 века или Аляска. Но оказывается, в России тоже была золотая лихорадка, а Красноярск был одним из тех сибирских городов, куда в погоне за богатством стремились авантюристы дореволюционной России. Мы про Красноярск еще пока не очень чего поняли, но мы были в замечательном музее уже. Да. Просто великолепно. Да. Бывший музей Ленина, а теперь это музей современного искусства. Сочетание. Вот так. А там в туалете, такая модель коммунизма прям. Там такие старая кафельная плитка, красные двери, красные раковины и нарисованная туалетная бумага. Это хорошо. То есть ее можно увидеть, но пощупать невозможно, она просто нарисована на стене. Но это же искусство, оно таким и должно быть, Впечатляет, агитационным, но недостижимым. Пришло время сохранять то историческое наследие, несмотря какие копии ломаются. Пора бы забыть движение белых и красных, которое уже давно мы прошли. Все-таки надо сохранить мавзолей, продолжать эти научные исследовательские работы, которые носят еще и научный характер. Все-таки, наверное,
еще несколько десятков лет, и тогда вопрос сам по себе разрешится. Ну, нет, тут я бы разделил. Останки, конечно, нужно передать земле, и это не обсуждается, потому что это и по-христиански, и по всем законам жизни должно быть. Другое дело, что история, эпоха, она должна быть, остаться, мы ее должны изучать, с ней работать, смотреть на свою историю с улыбкой, видеть хорошие стороны, видеть какие-то другие стороны, но в любом случае для нас советская эпоха – это наша с вами история, которую мы можем, кто-то любит ее, кто-то не любит. У нас есть «Прощание с Лениным», а мы добавили еще такую видеоинсталляцию, где мы говорим о том, что в каждом из нас есть Ленин. И если вы посмотрите, там вы увидите, что когда в конце концов прощаются, и все выходят как бы Ленин. В этом смысл того, что какая-то частичка, она у нас есть, вот этот дух, что ли, где-то нетерпимости, дух вот этой революционности. Вот это существует в нас, поэтому для меня Ленин, с одной стороны, это историческая фигура, а с другой стороны, это та ментальность, которая живет в каждом из нас. Мавзолей я не рассматриваю как музей, на самом деле. Не рассматриваю, конечно, хотя, конечно, была там. Можно говорить о том, что да, желание было о том, чтобы он был захоронен на Литераторских мостках в Питере, рядом с матерью и сестрой. Ну, ходят же сейчас мощи, встречают же люди. Ну да. Паломничество же делают. Ну, это не то же самое, разве? Ходить, поклоняться. Ну, не знаю. Да, я слышала эту версию, что да, перед тем, как лучше бы провести. А зачем? Зачем? Типа проститься, что ли? И иногда нас не понимают наши коллеги с других музеев. Что это вы совсем с ума сошли с музея Ленина, вот такие вещи делать? Ну, просто сами издеваетесь над тем, чем занимались когда-то. У нас не кажется нам это, что мы издеваемся, что мы пытаемся другую точку зрения показать, да? По-другому об этом сказать. Вообще, знаете, как в жизни получается очень странно. Во-первых, все на самом деле связано очень много даже в моей семье, потому что первая квартира, в которой жил Ленин, это квартира моего прадеда. То есть у моего прадеда, а дедушка, который меня потом вырастил, он, значит, вот этим полуторагодовалым ребенком бегал, значит, в квартире, когда там жил Ленин. Вторая квартира, куда он переехал, это дом моей прабабушки с маминой стороны, наоборот. Это с папиной стороны, то с маминой стороны. И поэтому у Михаила Павловича сложилось это впечатление, что я тоже Ленина видела. И имею к нему непосредственное отношение. Музей расположен на берегу Енисея, и рядом с ним находится другой музей – пароход «Святитель Николай». Именно на этом пароходе до революции путешествовал царь Николай II, а после революции Владимир Ленин. Сейчас здесь можно увидеть каюты царя и вождя мирового пролетариата. Самая большая гордость индустриального города – это расположенный рядом с городской чертой заповедник Столбы. Это довольно обширная часть лесного массива со множеством небольших скал. О происхождении этих скал ходит множество легенд. Тут народный гений не скупится на фантазию. Люди говорят и об инопланетянах, и о древних богах, и о мощных природных катаклизмах. Но, как бы то ни было, Столбы – излюбленное место отдыха горожан. А за порядком здесь следят государственные инспекторы, которых мы и спросили об их отношении к Ленину. Что на него смотреть? Ну, умер он уже давно, уже сколько лет прошло. Что на него смотреть? Еще же Я как вот бы считаю, легенда что ходит, кто-то сказал, что пока Ленина не похоронят, Россия хорошо жить не будет. Я бы не очень был бы рад, если бы я бы умер. Мой труп замумифицировали сначала, потом на него все ходили, смотрели: о, смотри, это вот такой-то вождь пролетарской революции, он сделал то-то, то-то. На сегодняшний день же еще немногие знают, кто вообще такой Ленин. А для вас он кто? Лепту-то в историю внес. Конкретную причем. Мне Даже кажется. не знаю, он хорошо ли, плохо ли. Сейчас столько предположений, потому что он... Время уже много прошло, сейчас как судить об этом. Мне как-то на самом деле безразлично на сегодняшний день. Может, все правильно сделал человек, может быть и нет. Ну, как сделал, так сделал.
Понятно. Что ж, прошлое ворошить. Вклад истории внес, и хорошо. Уже все равно, как говорится, ничего не поменяешь. Назад не перепишешь.